Всем привет! В этом видео я расскажу вам про влияние пластификаторов на бетон. Давайте быстренько пробежимся по нашему плану. Сначала разберемся, что это вообще за добавки, потом заглянем в их химию, как они работают, сравним разные виды, обсудим, как их правильно применять на практике и, наконец, посмотрим, что сейчас в ходу на рынке. Ну что ж, давайте начнем с самого начала, с основ. Чтобы понять, в чем вообще вся соль пластификаторов, надо сначала разобраться, а какую, собственно, фундаментальную проблему в строительстве они призваны решать. Если говорить по-простому, то это такие хитрые химические добавки. Их, можно сказать, суперсила в том, что они позволяют нам лить в бетон гораздо меньше воды, но при этом смесь не становится густой и неудобной. Понимаете? Она остается такой же подвижной, а меньше воды значит выше итоговое качество. Вот этот ключевой фокус и называется водоредуцирующий эффект. А теперь давайте посмотрим на цифры. Это впечатляет. Прирост прочности на сжатие. Только вдумайтесь. От 16 до 27%. Всего за 28 дней. В строительстве это просто колоссальная разница. Это ведь напрямую влияет на то, как долго простоит здание, насколько оно будет устойчиво к воде и морозу. Хорошо. С что разобрались? Теперь давайте заглянем, так сказать, под капот и посмотрим, а как все это работает на молекулярном уровне. Химия там, конечно, довольно сложная, но я попробую объяснить все на двух очень простых и понятных аналогиях. Итак, механизм номер один — это электростатический эффект. Представьте себе, молекулы пластификатора как бы облепляют частички цемента и заряжают их все одинаково, отрицательно. А что у нас происходит с одноименными зарядами? Верно, они отталкиваются. Это прямо как пытаться соединить два одинаковых полюса магнита. Вот так же и частицы цемента начинают отталкиваться друг от друга, не слипаются в комки, и вся смесь становится очень подвижной. Второй механизм, более продвинутый, это стерический эффект. Тут у молекул добавки есть длинные хвосты, которые создают вокруг частиц цемента такое объемное облако, как будто невидимые пружинки, которые просто физически не дают им подойти близко друг к другу. Так, с принципом действия, я думаю, все понятно. Теперь самое время разобраться, а какими они вообще бывают. Потому что пластификатор пластификатору рознь. Их делят на группы по химическому составу, и сейчас мы пройдемся по основным. И, что важно, посмотрим на конкретные марки, которые можно встретить в продаже. Итак, смотрим на таблицу. Это, по сути, основная классификация. Первая, самая известная группа — это NF или SNF, то есть нафталин-формальдегидные. Это, можно сказать, классика жанра. Сюда относится легендарный пластификатор C3 и его современные аналоги, например, Cemix, Cemplast. Дальше идут их, скажем так, ближайшие родственники MF, SMF на основе меламина. Третья группа — LST или модифицированные лигносульфонаты. Это, кстати, побочный продукт переработки древесины. Пример марки — LSTM. Ну и, наконец, на вершине эволюции у нас P или PCE — это поликарбоксилаты. К ним относятся уже очень серьезные продукты. И российские, вроде Полипласт ПК, и мировые гиганты Сиковиска Крит или BASF Master Glenium. И вот эта таблица отлично показывает всю разницу. Посмотрите, старенькие LST и более продвинутые NF работают за счет электростатики и снижают количество воды, скажем так, умеренно. А вот современные PCE, которые используют тот самый стерический эффект с пружинками, позволяют убрать до 35% воды, и прирост прочности дают самый что ни на есть значимый. А чтобы это было еще нагляднее, вот диаграмма. Разница в эффективности просто колоссальная. Видно, что переход от LST и NF к современным поликарбоксилатам — это не просто улучшение, это настоящий технологический прорыв. Теперь переходим к, пожалуй, самой важной практической части, потому что с пластификатором работает правило «лучше-меньше, да лучше». Здесь переборщить значит не просто не получить нужный эффект, а, скорее всего, необратимо испортить весь бетон. Итак, как же правильно дозировать? Всегда считаем в процентах от массы цемента. Это важно. Для классического C3 это, как правило, от 0,5 до 1%. Для поликарбоксилатов поменьше, где-то 0,3-0,6%. Но, и я хочу это подчеркнуть, это все ориентировочные цифры. Всегда, просто всегда нужно делать небольшой пробный замес, потому что результат очень сильно зависит от того, какой именно у вас цемент. Сам процесс добавления очень простой и логичный. Сначала пластификатор нужно растворить в воде для замеса, причем воды мы уже заранее берем меньше, как указано в инструкции, а уже потом этой, так сказать, заряженной водой мы и затворяем сухие компоненты — цемент, песок, щебень. Так добавка распределится максимально равномерно. А теперь о последствиях, если технологию нарушить.
Что будет при передозировке? Во-первых, расслоение смеси, или, как говорят профессионалы, сегрегация. Это когда тяжелый щебень падает на дно, а сверху остается жиденькое цементное молочко. Во-вторых, может начаться так называемое кровотечение. Это когда на поверхности бетона просто выступает лишняя вода. Итог, к сожалению, всегда один – критическая и, что самое печальное, безвозвратная потеря прочности. Бетон можно будет просто выбрасывать. Ну и в завершение нашего разбора давайте немного посмотрим на общую картину в мире. Какие пластификаторы популярны сегодня в России и как это соотносится с тем, что используют, скажем, в Европе или в Штатах? Картины здесь довольно интересные. На российском рынке до сих пор очень сильны позиции проверенных временем и, что немаловажно, бюджетных добавок — это тот самый С3 на основе нафталин-формальдегидов и лигносульфонаты. Хотя, справедливости ради, доля современных поликарбоксилатов, PCI, потихоньку растет. А вот в Европе и США ситуация совсем другая. Там, из-за более жестких строительных норм и общего тренда на высокопрочные бетоны, рынок уже практически целиком принадлежит поликарбоксилатам от таких гигантов, как Sika или BASF Master Glenium. Старые типы там — это уже почти экзотика. Так какой же из всего этого можно сделать вывод? Глобальный тренд, по-моему, абсолютно очевиден. Именно поликарбоксилаты с их высочайшей эффективностью и способностью создавать сверхпрочный бетон — это главный претендент на звание стандарта будущего. И вопрос, похоже, стоит уже не станут ли, а скорее, как скоро они станут стандартом де-факто повсеместно. На этом это видео подходит к концу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли вам оно полезно. Также буду вам благодарен, если поставите лайк этому видео и если подпишетесь на мой канал, если еще не подписаны. Для алгоритмов это важный показатель, который означает, что видео интересное и надо его показать большему количеству аудитории. В описании к этому видео есть ссылка на бесплатную презентацию, чтобы всегда иметь под рукой инструкцию по пластификаторам. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующем видео, в котором я расскажу вам про песок. Это очень важный компонент бетона и раствора, но многие ошибаются с его выбором. Всем пока!